Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто не может вас забыть? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Вы человек, который обладает очень сильной интуицией. Могут проигрываться даже некие магические способности, которые, возможно, вы не развиваете. Но здесь может проигрываться тяга к эзотерике. Здесь могут быть какие-то даже практики, да, вот вас тянет вот эта магическая стезя. Может также проигрываться, что вы интересуетесь психологией, особенно психологией отношений, да, вот вы что-то познаете, изучаете, да, практикуете. Эта тема как раз очень интересна и актуальна для вас, возможно, даже в данный момент. Вы человек, который не всегда и не всем показываете свое настоящее лицо и открываете свою душу. Это было потому, что не раз предавали вас, не раз делали больно, ошибались в людях, да. Это может быть ситуация, когда человек, которому вы всецело доверяли, делал вам больно, да. Это, ну, как будто нож в спину вставить. Вы знаете, вот вы человек на самом деле довольно такой душевный, открытый, но опять же с глубокими душевными ранами. У вас был период в жизни, когда вообще ничего не хотелось. У кого-то может проигрываться, что сейчас у вас такой период. Вы человек, который очень любит вообще покой. Вам очень не хватает в жизни покоя. Напишите в комментариях, есть ли такой момент. Это может проигрываться и после того, как у вас произошли в жизни какие-то очень такие стрессовые ситуации. У кого-то это потеря семьи, да, у кого-то это потеря работы, у кого-то два в одном, да, еще какие-то вот трагедии в вашей жизни. Ну, то есть пережили вы столько в своей жизни, что, знаете, вот другой бы человек вообще опустил руки. Но это не про вас. Вот вы, да, какой-то период перестрадали, перегоревали, но дальше поднялись, так сказать, с колен и пошли дальше. Вы также человек, который очень сильно не любит вранья, не любит лицемерия, вот этих всех искусственных чувств, так сказать, да, притворства. Вы очень постоянный, очень верный человек. Вы, если любите одну женщину, то любите одну. Девочки-однодневочки – это не ваша история, хотя могут проигрываться ситуации в вашей жизни, когда, да, у вас были, возможно, измены, но это была, так сказать, вынужденная измена, просто потому что женщина, которая находилась возле вас, она либо же вас не любила, не ценила, унижала, да, либо же предавала вас. Это была как будто, ну, знаете, своего рода месть, что ли, да, это от отчаяния, что ли. Вот просто хотелось какой-то теплоты, пусть на стороне, но получить. Но хотя вот я вам скажу, у кого был такой вот левак, и я думаю, вы в комментариях можете мне это подтвердить, что да, прыгнуть-то можно налево, но эмоции абсолютно не те. Могут даже быть такие ощущения, как будто тебя, ну, помоями облили, да, ты на утро можешь проснуться и все, и тебе плохо, да, ты уже пожалел 100 раз, что ты это сделал. Поэтому, ну, это не ваша история. У кого даже было это, ну, как-то это вынуждено. Это было так как-то мерзко и неприятно. Вот даже сожаление может проигрываться. Вы человек, который очень любит животных. Вы такой, знаете, вот вы готовы вообще по жизни всех и все обогреть. Может быть, даже подкармливаете животных бездомных, либо же подбираете, да, вот подлечиваете, жалеете. Ну, такой вот вы добряк-добряк. Хотя вот женщины как-то, ну, не везет вам с женщинами по жизни, поэтому может присутствовать некоторое разочарование. Вот женщины, которые по большей части, которые были в вашей жизни, они скорее больше использовали. Да, они какой-то период играли
ну, роль, что ли, влюбленной женщины, да, вот в корыстных целях, понятное дело. А потом как-то, знаете, все становилось на круги своя, и они показывали свое настоящее лицо, и, ну, вы немножечко так офигевали, да, если это можно так в эфире назвать. Поэтому вот как-то назвать вас сейчас счастливым я, к сожалению, не могу. Вот не хватает. Глубокая такая нехватка женской ласки, женской любви, заботы, да. Хотя вы, в принципе, вы довольно неплохо справляетесь один. И с бытом, и с этой кухней, да. Вы приготовить можете, и поубирать, и постирать. Хотя, в принципе, сейчас можно и стиральные машины, да. Есть все на автоматике. Кнопочку нажала и все сделала. То есть это не проблема. Быт для вас абсолютно не проблема. Вот именно не хватает чувств, не хватает эмоций, не хватает вот искренности, да, вот не хватает искренних отношений, чистых таких. Вот это вас, конечно, огорчает. Вы устали разочаровываться в людях, вы устали разочаровываться в женщинах. Даже могут присутствовать мысли, что, ну, если не получится встретить новую женщину, ну что ж, так и буду жить один, да, бобылем, так вот. Лучше одному, чем с кем попало, да, чем какой-то с птичкой-мозгоклюйкой, которая будет трепать нервы, еще и за это обберет как липку, да. Поэтому я не могу сказать, что вам и очень хорошо сейчас. Вот есть такая в вашей жизни какая-то ностальгия, вот именно по настоящей любви, ностальгия по теплу женскому. Острая нехватка любви, да, вот мой любимый диагноз, который я периодически ставлю вот вам в своих раскладах. Острая нехватка любви. Так, что же еще нам подскажут Таро? Смотрите, в вашей жизни проигрывается вот период, который приближается, довольно такой насыщенный. Ну, помимо того, что сейчас лето, да, пора отпусков, кто-то из вас, возможно, поедет на моря, океаны, да. Здесь может проигрываться, что отпуск именно вот, да, на воду, куда-то вот вы поедете, там, где вода, просто отдохнуть. Но вам это просто жизненно необходимо. Устали вот именно морально, устали от всего, от работы, от суеты мирской, вот от всего вот этого, казалось бы, ежедневного такого вот распорядка своего. Но хочется отдохнуть, хочется сменить обстановку, хочется махнуть куда-то, куда глаза глядят. Некоторые же из вас, конечно же, будут в саду или в огороде, да, вот грядочки, огородики, ну такой вот активный отдых, потому что могут финансы не позволять куда-то поехать в отпуск. Кто-то один не хочет ехать, да, потому что привыкли как-то всегда с женщиной, допустим, с семьей ездить. А поскольку любимой женщины рядом нет, то одному неинтересно как-то ехать, то можете так провести отпуск именно, вот знаете, как говорят, в гамаке каком-то там, в своем личном саду. Ну и, конечно же, без четвероногого друга здесь не обходится. Это ваша такая вот животинка такая, которую вы не оставляете. Вы так любите тискать, да, у каждого это своя животинка будет, конечно. У кого-то коты, у кого-то собаки, да, у кого-то тараканы, может быть. Вот. И вы любите так потискать их, да, вот именно это ваша такая вот отдушина на данный момент, с которой вы можете поговорить, погрустить, пустить скупую мужскую слезу. И в то же время вы можете помечтать, да, вот вы им рассказываете, вот своим вот этим четвероногим друзьям, рассказываете какие-то свои мечты, рассказываете свои желания, да, вот, и они могут так, да, прижавшись, мурлыкать, и уже так кайфово от этого, вот именно такое, знаете, вот тепло, взаимообмен тепла, вот именно с животным происходит. Давайте-ка смотреть, что дальше у нас будет происходить. Кто же не может вас забыть, какая женщина пришла к нам на расклад? Барабанная дробь, все напряглись, провалидолились. Так, кто-то прилег, может быть. Ну, люблю я пошутить, уж извините, какая есть. Так,
Ну, смотрите, дама очень непростая. Дама такая, что вот она в себе заключает все и сразу. Она, с одной стороны, она может быть и строгой, она может быть и доброй, она может быть и властной, и мягкой. Она такая, вот знаете, ну, непостоянная. Вот это человек настроения, это человек, который сегодня может убить взглядом, завтра она может вас обогреть. То есть с такой дамой точно не соскучишься. С такой дамой вы всегда будете в азарте, в драйве. Ты не знаешь, что она выкинет дальше, да. Ну, то есть... Конечно же, вы ее знаете, да? Эту даму вы знаете, но не настолько близко, как, может быть, вам бы хотелось. Вы с ней пересекались, да? Я не буду углубляться, потому что у каждого это будет своя история, это общий расклад. Вы пересекались, но не так часто. Эта дама думает о вас, эта дама вспоминает вас. Давайте посмотрим, что именно она вспоминает. Вот вы где-то с ней были, знаете, вот когда у вас было общение, она что ли, ну, как бы загорелась вами, да? Вот у нее появилась симпатия. Причем симпатия у нее какой-то период до такой степени зашкаливала, что она готова была там чуть ли не привораживать вас. Но опять же, это на уровне мыслей. Вот как-то так вы сильно в душу запали, но поскольку и вы не действовали особо в ее сторону, она не действовала, ну потому что как-то так она испугалась, засомневалась. Хотя она такая, знаете, девчонка, вот я бы ее назвала «оторви голова». Ну пусть она не девчонка, опять же, это будет у каждого свой возраст, но такая драйвовая она. Она очень такая переменчивая, она, знаете, вот как... такая девчонка-хулиганка. Вот хулиганки у вас еще, наверное, не было. Напишите в комментариях, хотите вы хулиганку или нет. Но это хулиганка в хорошем смысле слова. С ней можно по-доброму похулиганить, подурачиться, вспомнить молодость, детство. С ней можно, ну, чуть ли не на голове стоять, да, вот именно вот таких вот энергиях. Не потому, что она там какая-то бандитка, да, а именно такая вот девчонка-хулиганка, ну, в хорошем смысле слова. С ней, знаете, вот люди, которые с ней, ну, сталкиваются, что ли, да, вот они равнодушными не остаются. Но вы почему-то, вот когда вы с ней пересекались, вот вы ничего не делали, ну, я имею в виду, не активничали, да, вот не пытались ее завоевать. Давайте посмотрим, почему не пытались завоевать. Ну, потому что у вас тогда еще была своя женщина. Вы не могли предать свою женщину, у вас еще свой огонек любви был. Вот огонек именно... огонек к той женщине, которую вы любили, да, это ваше прошлое, ваше бывшее. А поскольку вы такой человек довольно верный, довольно порядочный, то хулигань не хулигань, то вы никуда романить не будете, да. Это разве что вас там доведут до белого коленя своей холодностью, безразличием, тогда, может быть, и можно прыгать влево. Поэтому вот в тот момент, когда вы вот все чаще пересекались как-то, да, она такая была настроена с вами замутить что-то, но вы не повелись. Вот вы такая были, как холодная, такая неприступная стена, да, потому что вы просто были влюблены. Вы так воспитаны, вы по-другому не умеете, да. Вот если я люблю, то я люблю одну женщину, а все остальные хулиганки туда куда-то в лес подальше, да. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Но женщина, смотрите, она довольно долгое время думала о вас, она мечтала о вас, да, потому что вот как-то вы общались тогда, потом перестали вот пересекаться, да, это может быть где угодно, это может быть по работе, это может быть компания, да, я не буду уточнять, потому что вас тысячи, десятки тысяч, а я одна, и ситуаций может быть десятки тысяч, я всех просто не озвучу. Поэтому смотрите, так, навскидочку, вот вы общались, потом как-то вот разошлись пути дороги, да, может быть, очень и очень редкое еще было у некоторых общение, но это так, ни о чем, да, вот как дела в таком вот духе. Но она вас не забыла, она вас помнит, и она, что она хочет, что она хочет...
Вот она бы не против снова с вами встретиться, да, вот она не против с вами сблизиться. Вот сейчас я не скажу, что вот на данный момент, да, что она хочет именно зароманить с вами. Вот сейчас как будто она повзрослела. Вот эта девчонка-хулиганка, с которой вы раньше вот общались, да, вот она немного остепенилась, она немного стала так поспокойней, да, девочка выросла, да, ну, женщина, это я так называю девчонка, а то вы подумаете, что ей там 20 лет. Нет. Она стала более рассудительная, более спокойная, более взвешенная, да, она такая стала, я бы сказала, больше семейно ориентированная. Если раньше она, да, вот когда вы общались, вот когда это было, у каждого это будет свой срок, да, у кого-то это месяцы, у кого-то это годы могут быть, но тем не менее она вас не забыла. И она довольно не против пообщаться с вами именно уже на более взрослом уровне, на более серьезном уровне. Вот девочка реально выросла, она стала хорошей хозяйкой, она одинока, у нее никого нет, да, вот, ну да, может быть четвероногий друг, это максимум, детей у нее нету. Она довольно неплохо управляется в быту, и опять же она держит и себя в форме, она следит за телом своим, она следит за внешностью, она довольно неплохо выглядит, хотя она может и в огороде, и в саду тоже покопаться. Так, что же будет дальше? Как же пересекутся ли все-таки ваши пути дорожки или нет? Пересекутся. Проявится, знаете, вот она как-то очень неожиданно, она будет думать, как лучше, потому что она не может вас забыть. Вот где-то вы пересечетесь очень и очень неожиданно, и здесь уже возможен даже роман вплоть до семьи. Вот когда начнутся такие теплые, близкие отношения, да, когда вы вот сблизитесь с ней именно в отношении, я имею в виду, не просто в интиме, а вот когда сблизитесь, вы почувствуете, насколько вы одинаковые с этой женщиной, да. Это женщина, которая будет не просто там любовницей для вас, она может быть хорошим другом, да, с которым можно и посоветоваться, с которой можно все обсудить, проговорить, да, пожаловаться, может быть, в какой-то ситуации. Это ситуация комфорта, да. Вот эта женщина, которая была когда-то, вот может быть вы ее помните, девчонкой-хулиганкой, но она выросла, она стала прекрасным лебедем, которая тоже хочет любви. И тоже хочется тепла, вот прижаться так к сильному мужскому плечу. И очень этого не хватает. Поэтому вас ждут с ней довольно теплые отношения. Еще раз говорю, возможно, даже брак. У кого-то это гражданский брак может быть. Это отношения гармонии. Это отношения, когда все в унисон, когда все взаимно, да, когда тебе хочется идти домой. Потому что сейчас многие семьи живут и реально вот рассказывают, что мужчины, что женщины. Говорят, не хочется просто идти домой. Не хочется, потому что дома либо же нелюбимый человек, либо отношения уже себя исчерпали, и тебе не хочется идти. Ты понимаешь, что будет либо скандал, либо же какие-то холодные вот ответы «да», «нет», «возьми», «положи», да, вот такие вот, ну, как бы холодная война дома. Либо же хочется улизнуть под любым предлогом из дома. Напишите в комментариях, были у вас такие моменты, когда не хотелось идти домой. Поэтому эта женщина, знаете, вот начиналось так все с девчонки-хулиганки, но она настолько вот как будто трансформировалась через время, да, через расстояние, может быть, у кого-то. Вот она поменялась, она стала более такая серьезная, она больше стала ориентированная на семью. Если раньше такой у нее, может быть, даже ветер в голове был, да, вот покутить, погулять, повеселиться, сейчас вот она хочет стабильности, она хочет семьи, она хочет любви. И это у вас с ней все получится, потому что вот вы как две половинки пазла сойдетесь, много чего научите друг друга, много чего расскажете. Вот вы с ней будете делиться даже, знаете, какими-то своими потайными такими секретами, о чем вы, наверное, раньше ни с кем не делились. Вот она настолько будет располагать к себе,
Это женщина, которая вам даст какое-то, знаете, вот состояние умиротворения. Это состояние, которое так ищут многие люди, но, к сожалению, не все находят. Эта женщина, знаете, вот она как подарок небес. Вот казалось бы, когда-то вы с ней общались, да, вроде бы ничего такого не было, такая хулиганка несерьезная, что вы даже особо внимания на нее не обратили, а может быть, кто-то и запомнил ее. Но тем не менее, она стала совершенно другой. Женщина, абсолютно ориентированная на серьезные отношения, женщина, с которой вам будет просто хорошо. Вот хорошо вместе побыть, хорошо помолчать, да. Это вот высший пилотаж в отношениях, когда вам хорошо даже помолчать. Вот когда человек просто рядом сидит, и ты уже кайфуешь от того, что твой любимый человек рядом. Чего я вам всем желаю? Поскорее встретить свою девчонку-хулиганку. Ну, с возрастом, конечно, уже не такая хулиганка она будет, но все же пошалить, я думаю, вы с ней всегда сможете. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!